Всем привет, это канал Шумов Фото, я Шумов Денис, и сегодня я хочу вам рассказать об особенностях репортажной съемки. У меня есть определенный план в голове, когда я прихожу на мероприятие, и он не обязательно зависит от плана мероприятия в плане тайминга. К примеру, когда я только прихожу на мероприятие, первые минут 20-30 я уделяю внимание деталям, оформлению, декору. Для заказчика и для агентства очень важно, чтобы эти моменты были отражены в отчете. В целом репортаж — это многостороннее такое видение событий, и репортажный фотограф должен внимание уделять разным вещам и деталям, и людям, основным каким-то моментам, которые происходят, основным каким-то выступлениям, артистам, ключевым людям, спикерам. Чем больше моментов вы осветили, чем больше моментов вы сумели отобразить в вашем репортаже, тем круче. Если вы умеете находиться сразу в 3 местах одновременно, то вы идеальный репортажный фотограф. И ваше периферийное зрение должно работать на 360 градусов для того, чтобы не упустить ничего, видеть все вокруг. И если вы снимаете репортаж, то можно и не ходить в спортзал, потому что вы везде ползаете, залазите где-то, постоянно в движении, постоянно ищете какие-то ракурсы, постоянно находитесь в поиске того самого кадра. Сегодня я хочу вам на примере своего сайта и главной страницы показать, как я себе вижу этот репортаж, какие кадры я беру себе в портфолио, потому что я очень люблю снимать различные ужины, бранчи, какие-то светские мероприятия, где красивая есть сервировка стола. На такие мероприятия приходят очень красивые люди, и в целом это все портфолийно получается. Давайте посмотрим, что я беру себе в портфолио. Итак, для начала я покажу главную страницу свою. Первая съемка — это Grey Goose. Я сейчас пролистаю, потом разберу уже отдельно фотографии в большем размере. То есть это ужин, это и декор, и люди, какие-то атмосферные кадры, когда они меня не видят. Мне очень нравится снимать именно реальные какие-то эмоции. Дальше идет мероприятие Chanel, то есть не обязательно мы снимаем внутри, можно снимать еще снаружи, если красиво было здание, допустим, подсвечено. Снимаем какие-то пролеты, делаем также акценты на деталях, на декоре. Если есть брендинг, на брендинге. Когда я снимаю декор, да и в целом мероприятие, мне очень нравится использовать все объективы ключевые, на которые я снимаю: 35, 24, 85, 50, 14 миллиметров, каждый под своей задаче. Мы снимаем людей в полный рост, не в полный рост, снимаем их диалоги, снимаем их снимаем их в процессе действия, к примеру. Если человек светский, он обязательно нужен нам в полный рост и не в полный рост. Соответственно, мы делаем несколько кадров, просим его как-то встать, сесть. Очень приветствуются какие-то групповые кадры такого формата. Мне очень нравится снимать через стол. Допустим, когда мы снимаем через стол, мы можем сразу захватить кусок декора, который на нем, ну и, соответственно, людей. Общие кадры, обязательно разноплановость. Когда мы снимаем репортаж, это, наверное, очень важный такой ключевой момент для того, чтобы показать масштаб. Когда люди едят, конечно, их лучше не снимать, но когда они общаются, к примеру, там чокаются, можно делать вот такие вот сквозные кадры. Правее, вот следующий кадр. Я точно знаю, что когда ужин проходит на высшем уровне, на высоком уровне, официанты, они выходят с, ну, скажем так, менеджером по официантам, который как дирижер управляет этим процессом, и можно его увидеть, он там в конце стола стоит, и они синхронно сначала одной рукой, потом другой рукой подают блюда. И, соответственно, каждый ужин состоит из сетов, с интервалом определенным выносятся новые блюда, поэтому пропустить такие моменты очень сложно. Можно, упустив один, попробовать еще. Там, как правило, 5-6 блюд подается за ужин. И это всегда смотрится интересно, потому что они это делают синхронно.
Когда начинается какое-то выступление, соответственно, мы можем также снимать с разных сторон его. Можно снимать крупно на те же 85 миллиметров, можно издалека, чтобы видно было, что люди внизу еще. Можно подойти ближе, снимать в контровом, например, свете. Вот там, видите, светит фонарь, и, соответственно, можно снять вот с таким интересным каким-то объемом. Мне нравятся всегда сквозные кадры. Ровные сквозные кадры, сзади декор, видно людей, видно балерину. Можно чуть ближе подойти. Всегда интересно перевести какие-то кадры в ЧБ, если вам хочется, если вам нравится. Можно менять композицию и выводить, допустим, на передний план еще что-то. Это также придает объема, когда человек, к примеру, размытый на переднем плане, он создает такой так называемый первый уровень. Дальше мы видим уже основной объект, на котором у нас фокус, он находится на заднем плане. Дальше какая-то движуха, так называемая. Это очень классно, потому что можно делать очень много кадров различных и пытаться поймать вот этот вот какой-то интересный такой момент, вот как вот здесь, например, что-то можно перевести в ЧБ. На мой взгляд, важно чувствовать какую-то тонкую грань между тем, где человек получился плохо, и тем, где есть какой-то кураж, есть драйв, и это фотография с такой энергией. То есть вот танцы — это как раз-таки то, где можно себя как репортажника попытаться проявить. Допустим, дальше вот съемка GQ, Superwoman. Я начинаю, опять же, с декора, пытаюсь искать какую-то геометрию кадра. Мне нравится снимать и сквозные, опять же, кадры, общие какие-то планы, отображаем брендинг партнеров, к примеру, какие-то более такие широкие, развернутые кадры, уходящие вот именно с перспективой. Если я нахожусь в каком-то здании, где есть возможность подняться куда-то выше и сделать кадр сверху, я непременно это сделаю, причем я это сделаю и для пустого зала, и когда там будут гости. Так, например, вот здесь фотография, сделанная сверху, она всегда смотрится как-то масштабно, есть вот понимание того, что это было как-то грандиозно. Делаем горизонтальные кадры, делаем вертикальные кадры. К примеру, вертикальный кадр, вот этот вот, его можно классно положить себе в портфолио в Инстаграм. Можно поснимать какие-то менюшки, тарелочки, крупно все это. Опять же, вот эта тема, то, что я люблю снимать через стол. Посмотрите здесь, мне кажется, это прям вообще круто получилось. Еще и зеркальный стол, снизу отражение, на столе декор. Просто невероятно красивые девушки. Многих из них, я думаю, вы знаете. Съемка в Питере, Луи Виттон, опять же, я снимал снаружи, снимал какие-то детали внутри, снимал какие-то предметы интерьера, то есть так называемые сетапы из аксессуаров, мебели, сетапы на столах, соответственно, в классическом варианте своем. У меня прям в голове есть понимание, с каких ракурсов я что снимаю. То есть я прихожу, делаю там широкий центральный кадр, горизонтальный, вертикальный, потом переключаюсь на 85 миллиметров, к примеру, делаю такие же кадры сквозные на 85 миллиметров, там могу на 35, потом подхожу слева, справа, делаю такие чуть под углом сквозные кадры, могу еще перпендикулярные делать кадры, то есть вот, заходить сбоку, условно снимать. Опять же, вертикально, горизонтально, чтобы несколько тарелок попадало в кадр, чтобы одна, просто чуть сверху можно ее подснять, потом крупнее, допустим, укрупняешься. То есть весь процесс, он заключается в том, что ты начинаешь снимать с более общих кадров и постепенно переходишь к более частным таким кадрам, локальным каким-то. Вот. Что же касается людей, с людьми также есть разноплановость, их можно посадить куда-то, можно их поставить куда-то. Если у вас, когда вы снимаете, вот на передний план что-то выходит, это тоже всегда интересно смотрится. Ну, конечно, пресс-воллы, фотозоны — это то, что организатор всегда хочет видеть.
не могу сказать, что это всегда интересно, потому что это однообразно, однопланово. То есть, наверное, мне больше нравится искать какие-то ракурсы, искать кадры непосредственно в интерьере, то есть там больше вариативности какой-то. К примеру, как вот здесь. Можно поставить наверху на лестнице и снять с перспективы уходящей лестницы вниз. Можно найти красивый угол с интерьером каким-то, поставить людей туда, также сфотографировать, посадить, облокотить на что-то. То есть, достаточно много вариантов, как это можно сделать. Классно снимать в пролетах дверных. Можно облокотить на дверь, допустим, человека. Можно попросить его сделать несколько шагов вам навстречу. Очень здорово всегда снимать людей, которые идут, то есть такая динамика получается в движении. Вы просто просите человека сделать несколько шагов, там 2-3 шага на вас, несколько дублей делаете, обязательно что-то получается. Можно снять в полный рост, можно снять укрупненно, и так, вот у вас уже там получится 2-3 кадра. Опять же, там через стол какие-то групповые портреты, стоя какие-то красивые портреты. Во время мероприятия вот они, сквозные кадры через стол просто на открытой диафрагме, допустим, как вот здесь, фокус где-то по центру, все размыто, часть стола видно, получается очень атмосферно. Съемка, допустим, вот с каким-то контровым светом, опять же, не обязательно показать все, что там есть, можно сделать фокус на чем-то, акцент на чем-то за счет открытия диафрагмы и за счет именно пучка света, который падает, как вот здесь. Какие-то меняем постоянно положения, можно снимать чуть снизу, сверху, с абсолютно разных ракурсов. К примеру, вот эта фотография сделана на 24 миллиметра, и получаются такие вытянутые силуэты балерин, и видно еще декор, и видно вот этот вот фонарь, который светит в контровике. Как вы можете видеть, просто мой вот стиль везде примерно однотипные. Наверное, это некрасиво звучит, не однотипные, но есть план в голове, по которому я работаю, и есть стабильный результат. Именно в стабильном результате заключается, на мой взгляд, профессионализм. Опять же, люди, можно их поставить куда-то к какой-то красивой стене, или если вы видите бархатные шторы, вот запомните, на фоне бархата всегда получается очень круто, потому что если вы снимаете со вспышкой, бархат не отражает свет, он его поглощает, и получается такое что-то вот уютное, мягкое, как вот на этой фотографии. Какие-то эмоции, то есть можно вот, как, допустим, здесь попросить что-то сделать, то есть вот видите, там, к примеру, носки гости показывают, это тоже всегда интересно. Опять же, история со вторым этажом. Мне кажется, это всегда рабочие кадры, которые можно положить в портфолио. Сидят гости, видно бренд, делаете кадр сверху, получается просто замечательно. Если есть какие-то артисты, пианисты, даже если их не видно, они где-то в стороне, их всегда можно снять, это тоже добавляет разноплановости какой-то. Групповые кадры, также просим людей посмотреть на вас, просим улыбнуться. Это абсолютно нормально. Если вы снимаете репортаж, с людьми нужно общаться. Даже если вы заядлый интроверт, все равно это нужно делать. Смотрим дальше, видим, допустим, красивую какую-то стену с цветами, не обязательно это фотозона, просим туда встать гостей, делаем какие-то портреты, ростовые кадры. Также это получается всегда интересно. Вот, допустим, съемка Киллиан, то же самое. Но это уже фотозона, но она очень красиво оформлена, я снимал на ней. Вот то, о чем я говорил. Мероприятие, ужин, опять же. Здесь практически одни ужины у меня. Делаем вертикальные кадры, делаем горизонтальные кадры с разных ракурсов, то есть с акцентами, может быть, на какие-то детали. Снимаем меню, снимаем сам вот сетап такой с меню, вот подарок лежит на тарелке, то есть вот сервировка, это все всегда очень классно. Допустим, я люблю вот по таким углом снимать еще с перспективой.
Свечи всегда тоже красиво. Важно дождаться, когда их зажгут. И если вам повезет, что их зажгут и еще не будет людей, то можно тоже сделать очень интересные кадры. Также я люблю снимать без вспышки, если позволяет освещение. Я понимаю, что я смогу вытянуть эти фотографии. Практически всегда это можно сделать, потому что когда люди сидят, они все равно так или иначе должны друг друга видеть. Поэтому если они могут видеть друг друга, то и вы сможете их соответственно, снять. Так, здесь, допустим, можно снять какие-то детали, можно снять людей, которые как-то красиво сидят, красивых девушек с разных ракурсов, потому что, вы видите, допустим, можно снять чуть со спины, с акцентом на аксессуары, вот красивая сережка, красивый профиль, и это получается тоже всегда интересно. Опять же, то, о чем я говорил, подача блюд, как вы видите, они тоже происходят вот синхронно. Вот эти моменты тоже всегда классно подснять. Допустим, вот Statler Ball, какие-то лестницы, снимаем гостей, снимаем красиво в платьях, снимаем какие-то, может, общие кадры. Можно в действии что-то снимать, попросить подкинуть что-то, к примеру, там, не юбку, не платье, но, может быть, какие-то рукава красивые, еще что-то, можно также попросить это сделать. Что касается, допустим, каких-то концертных съемок, также мы снимаем и артистов с разных сторон. Просто мы постоянно перемещаемся по площадке, делаем общие кадры, делаем крупные кадры, делаем суперкрупные кадры какие-то. Не нужно бояться снимать со спины, допустим, как вот здесь в контровом свете. Это тоже очень атмосферно всегда получается. Очень интересно снимать именно вот сервировку, красивые бокалы, допустим. Какие-то можно вот использовать такие вот смазы, когда вы снимаете через какой-то один бокал, снимаете другие, и получается вот такие вот интересные блики. Вот подобного плана атмосферные кадры я очень люблю. Ну, естественно, ведущих нужно снимать. Сам концерт, само действие тоже с разных сторон, сверху, снизу. Вот мероприятие GQ «Человек года» 2019 года еще. Далеко я прям пролистал. Опять же, вот он, какой-то трэш, движуха, как вот здесь. Это всегда очень классно. Какие-то просто вот постановочные ровные кадры. Это тоже очень важно, очень необходимо. Как вы видите, вот есть именно разноплановость, там, где гость смотрит в камеру, он прям может эту фотографию потом куда-то поставить на аватарку, допустим, я не знаю, или просто там в семейный альбом. Это, мне кажется, очень здорово. Когда вы снимаете какие-то атмосферные кадры, какой-то кураж, то, что создает вот именно атмосферу самого праздника. Это круто смотрится в каком-то массиве фотографий, то есть когда вы отправляете отчет полностью, и вот этот отчет человек смотрит, ему важно донести до него атмосферу праздника, то, что там было. И в этом, наверное, и заключается вот мастерство фотографа репортажного. Опять же, GQ, допустим, GQ Travel, как вы видите, разные тоже варианты декора, люди. Везде декор, люди. В принципе, ничего не меняется. Меняются мероприятия, меняются люди, меняется декор. Но если просто вот это все пролистать, посмотреть, то получается, что есть схема в голове. И эта схема заключается в следующем. Вы снимаете на разные объективы с разной композицией кадра, вертикально, горизонтально, с разных сторон. Общие планы, какие-то детали, средние планы, прям совсем крупные. Если есть макро, можно подснять еще что-то прям совсем близко. Снимаете брендинг, если он есть, и если есть такие задачи, то есть можно там и бокалы подснять, можно какие-то менюшки подснять, где есть логотипы, общие какие-то планы, где тоже есть логотипы. Смотрите наверх, если можете подняться наверх, обязательно поднимайтесь, сделайте оттуда кадры, желательно несколько раз. Точно так же это прям будет бомба, я уверен. Когда снимаете людей, снимайте их просто статично и просите также сделать какие-то эмоции. Не нужно из них пытаться вытянуть там вот это хоп-хей-ла-ла-лей, это никому не нужно. Хотя иногда как бы это получается классно, но скорее это была импровизация уже такая.
Получается, у нас история с людьми. Можно их куда-то посадить, красиво поставить, попросить улыбнуться, попросить сделать какую-то позу, может быть, там закрытую, открытую, парами, групповые фотографии. То есть попытаться можно поймать, когда они что-то делают, допустим, там себя фотографируют, что-то смотрят. Можно также менять ракурсы, допустим, можно чуть спиной попросить человека повернуться. Что я могу вам еще сказать? Ну, конечно же, черно-белые фотографии, это тоже добавляет атмосферы. Я очень люблю черно-белые фотки, особенно когда человек не смотрит на меня. Так снимать аккуратно со стороны, с добавлением какого-то там фронт-плана. Также получается интересно. Детали, какое-то действие, вот видите, вот здесь прям совсем укрупняемся, и мне нравится, когда есть какие-то руки, эти руки что-то делают, к примеру, как вот здесь гость тоже сидит, пробует это сделать. Это всегда тоже смотрится очень классно. Еда какая-то, если она красивая, то ее тоже можно подснять, это тоже приветствуется. Вот здесь это был ужин. Освещение было очень плохое, но тем не менее получилось все равно вытянуть эти фотографии. Пресс-волл, снимаем на пресс-волле. Можно попросить гостя что-то взять, к примеру, и снять его с чем-то в руках. Момент, когда человек рассматривает блюдо, оно еще не отъедено, это тоже классно смотрится. Само блюдо. Если нужно, допустим, снять брендинг какого-то алкоголя, еще чего-то, тоже можно вот подснять руку. Кстати, очень важный момент, согласно нашему законодательству, логотип алкоголя для использования в соцсетях не должен читаться полностью. И это очень важно, этот момент проговорить с заказчиком, если вы снимаете, потому что если вы будете везде снимать, к примеру, бутылку, как вот здесь, то, скорее всего, он ее не сможет просто потом использовать. Либо им придется что-то там придумывать, как-то замазывать, чтобы не было полностью всего названия на фотографии. Такие вот есть еще особенности. Дальше мероприятие Forbes, тоже, как вы видите, декор, какие-то общие планы, пресс-волл, где-то сели, встали, групповые кадры, черно-белые кадры, совершенно там какие-то эмоции, общие кадры, показывают масштаб, артист. Как вы понимаете, вот помимо вот этой разноплановости есть еще понимание вот кадров, допустим, какие они должны быть. Я понимаю, что мне нужно снять, показать масштаб. Я сниму несколько кадров, прям вот где много-много людей. Желательно смотреть, чтобы там не было каких-то откровенно прям некрасивых гримас случайно, которые попадают в кадр. Я постоянно перехожу от общего к частному, когда снимаю, что декор, что людей, что общие планы какие-то. То есть вот эта какая-то вариативность, она присутствует везде. Снимаете с разных ракурсов, снизу, сверху, то есть по факту вы постоянно находитесь в каком-то движении, и, собственно, репортаж, на мой взгляд, это и есть движение. Чтобы вас не утомлять, если вам будет интересно, вы можете зайти на мой сайт, это shumovdenis.ru, ссылку я оставлю внизу под описанием. Также вот она, как бы вот можете вот здесь вот посмотреть. На этом сайте, прямо на главной странице, вы увидите вот те фотографии, которые я вам хотел сегодня показать и показал. Это далеко не все, у меня очень много фоток на главной странице. Плюс там есть еще дальше раздел там со свадебными фотографиями, это уже чуть другое. Здесь именно репортаж. И фишка этого выпуска в каких-то, наверное, в какой-то моем индивидуальном подходе к съемке репортажа. Я надеюсь, это было вам полезно и интересно. Просто было бы классно, если бы вы мне написали внизу под видео комментарии, может быть, о чем-то спросили. Я с удовольствием отвечу, я отвечаю на все комментарии, прям вот, мне кажется, в режиме онлайн прям. И просто поделились мнением насчет моих кадров. Может, у вас есть какой-то свой взгляд, или вы, наоборот, считаете, что мне чего-то не хватает. Я с удовольствием прислушаюсь и попробую докинуть вот в этот свой список какие-то, ну, скажем так, ваши интересные фишки и в дальнейшем тоже о них рассказать.
Это был канал Шумов Фото. Спасибо вам большое. Надеюсь, вам понравилось, и я не утомил вас своими работами. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо, пока.